Ночь выдалась тревожной для пассажиров. Лайнер внезапно вздрогнул, над головами на миг погас свет, а полки с багажом жалобно заскрипели, будто готовы рухнуть. Но источник настоящего напряжения скрывался не снаружи, за стеклом иллюминатора, а внутри салона, в нескольких рядах от прохода. В узком кресле сидел высокий мужчина по имени Олег, в поношенной куртке, сдержанно и спокойно наблюдавший за окружающим. Рядом устроилась его маленькая дочь Лили, прижав к груди видавшего виды игрушечного мишку. Взгляды пассажиров скользили по ним с недоверием и даже насмешкой. Кто-то бросал ухмылку, заметив потертые ботинки мужчины, кто-то шептался, обсуждая, как странно он выглядит среди прочих. Каждый толчок воздуха отзывался в груди девочки дрожью. Лили старалась спрятаться, уткнувшись лицом в плечо отца. Олег не показывал волнения, лишь крепче обнимал ее, словно создавая вокруг невидимую защиту. Из-за соседних кресел донеслись язвительные замечания. Одна из пассажирок в дорогом пальто заметила достаточно громко, что, наверное, мужчина выложил последние сбережения на эти билеты. Он слышал ее слова, но оставался равнодушным. В его мыслях существовала лишь одна цель — привести дочь к тому моменту, когда она впервые увидит море, о котором мечтала. Очередной рывок встревожил весь салон. Раздались крики, в проходе поспешно появилась стюардесса, но вдруг ее шаг замедлился. Она встретилась взглядом с Олегом, и ее поведение изменилось. Голосом, в котором слышалась официальность, она произнесла, что капитан вызывает его в кабину. В салоне воцарилась тишина. Мужчина осторожно переложил игрушку дочери на колени, словно оставляя ей маленький талисман, и поднялся. Пока он шел по узкому проходу, бортпроводницы невольно выпрямились, словно отдавая честь. У дверей кабины пилот встретил его словами уважения. Именно его опыт мог помочь справиться с неисправностью. Спустя какое-то время Олег вернулся к пассажирам. Его спокойный, уверенный голос разрезал тревожный гул. Все под контролем, паника никого не спасет. Эти простые слова подействовали сильнее любых обещаний, напряжение заметно спало. Лили заметила мальчика напротив, который плакал, сжимая в руках планшет. Она колебалась, но потом протянула ему своего мишку. Его слезы сменились улыбкой, а мать мальчика бросила на девочку благодарный взгляд. Атмосфера в салоне изменилась, насмешки и недовольство растворились, уступив место уважению и теплу. Когда самолет коснулся земли и остановился, стюардессы вновь обратились к Олегу, выражая признательность. Но он не искал почестей. Для пассажиров он стал человеком, подарившим уверенность в трудный момент. А для Лили он всегда оставался самым главным, ее папой. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.